Смерти Оцуцуки Ишики не ожидал, наверное, никто, но как сразу он умер, так и в этот момент о нем все забыли. Но можно ли со стопроцентной уверенностью сказать, что он больше не угроза для мира шиноби, и в аниме мы его больше не увидим? С какой целью Орочимару создал Мицуки, и почему кот сейчас главная угроза? Всем привет, дорогие друзья, и в данном ролике мы поговорим об таинственной смерти Ишики и о вышеперечисленных вопросах. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли Риннеган в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то просто найди Бьякуган Мамашики в данном ролике и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем с того, что Ишики главный и самый сильный антагонист во вселенной Наруто, и то, что его убрали на таком раннем этапе, должно уже показаться немного странным. Ведь если так подумать, то угрозой остается лишь Мамашики в теле Боруто, который даже на пике своих сил не сравнится с силой того же Ишики, и кот, который по силе примерно такой же, как и Боро. И вот вся проблема, которая остается. Но задумывались ли вы когда-то, почему Ишики настолько сильный? Мамашики до поглощения Киншики, Кагуя до поедания плода божественного древа, Урашики до того, как съел свои глаза. Все они даже вместе не смогли бы победить Ишики. То, как Кагуя смогла всего лишь одним ударом нанести ему смертельный урон, это просто чудо для нее. Ведь если бы ей это не удалось сделать, то она бы точно была наказана. В клане Оцуцуки большое значение имеет статус, но даже если он у тебя низкий, все члены будут относиться к тебе уважительно. Пример этому является встреча Урашики и Тонри, который является из побочной ветви клана, но Урашики все равно называет его господином. Господин Тонариоцки. Тонри – это потомок Хамуры, но даже он не является чистокровным Оцуцуки, поэтому у Тонри, скорее всего, самый низкий статус из тех Оцуцуки, которые нам показали. Мамашики был главным в паре с Киншики, Урашики главным в паре с неизвестным, а вот Ишики был главный в данной шестерке, и по этому факту можно смело сказать, что у Ишики выше статус, чем у любого другого. Можно даже предположить, что он может быть одним из главной семьи, или же ближе всех к этой семье, что является более правдоподобно, ведь он без каких-либо апов в силе является сильнейшим, хотя никто не знает, откуда у него правый глаз и почему он настолько имбовый. Мамашики мог изменить весь ход событий, он мог предотвратить смерть Ишики, ведь как только Боруто вырубился, его тело уже было в руках Мамашики, но тот просто ждал, когда Ишики умрет. Но какие цели у Мамашики? Логично, что он не хочет быть жертвой. На данный момент его целью является посадить Десятихвостого и собрать урожай, который он доставит своему клану. И так как он будет единственным выжившим, я уверен, что его статус будет повышен. Возможно, он будет такой же, какой был у Ишики, а возможно и еще выше, ведь Мамашики нужна только сила. Его ЧСВ просто не позволит ему стать кормом. Но вернемся к Ишики. Он всегда мыслит на несколько шагов вперед. И самый простой пример – это запуск дирижабля. Все думали, что он хотел узнать намерения Виктора, но нет. Он уже давным-давно знал, что тот предатель. Его целью было выследить еще одного предателя, и поверьте, он сразу начал подозревать Кашина Коджи, ведь он больше всех следил именно за его действиями, дав ему самую важную миссию – вернуть сосуд обратно. И даже когда он переродился в теле Джигена, он понимал, что у него есть всего лишь 2-3 дня, чтобы дать карму Каваки. И зная Ишики, он точно должен был перестраховаться, ведь он понимал, что если ему не удастся за такой короткий срок передать карму, то его ждет смерть. Единственный, кто остался из Кары, это кот, и все говорят, что он сейчас самая большая угроза, но почему именно он? Если так подумать, то он в одиночку ничего опасного сделать и не сможет, и то, что в следующей главе он придет и заберет Наруто, чтобы скормить его Десятихвостому, выглядит маловероятно, ведь Ишики это уже никак к жизни не вернет.
поймет. Как я уже сказал, кот примерно стоит на одном уровне с Бору, который, честно говоря, сильно уж и не блистал в сражении с 4 генинами. Но что сделал Ишики, чтобы уберечь себя от смерти? Где-то месяц назад я уже говорил, что у него есть еще один сосуд, скажем так, резервный, и это именно кот. Но как и когда Ишики успел передать ему карму, если он переродился в теле Джигена? А это значит, что все его кармы исчезли. Вернемся в 48 главу манги Боруто. Ишики побеждает Кашина Коджи, и на этом моменте нас перекидывают в Коноху, где кто-то Наруто докладывает, что на них напали, и понятно, что это Ишики, который парит над деревней. Но нам не был показан тот промежуток, когда Ишики добирался со своего измерения в Коноху, и вполне возможно, что перед тем, как отправиться за своим главным сосудом, он решил перестраховаться, а именно передать карму Коду. И если это так, то тогда все складывается. Код действительно сейчас главная угроза мира Шиноби, и поэтому считать, что Ишики на 100% уже мертв, конечно же, нельзя. Слишком простой слив, как для сильнейшего существа. Меня очень сильно раздражает, когда люди наперед начинают прогнозировать смерть Наруто и Саске. Например, после того, как Наруто использовал режим Барион, большинство людей начали говорить, что он уже точно умрет. Но что мы видим в итоге? Режим исчез, и Наруто остался жив. Но последствия все же будут, и будут очень серьезными. Но тот факт, что он еще жив, это не изменит. Идем дальше. Как только начался бой против Ишики, все начали говорить о смерти Саски, ведь Боруто опять забрал у него налобный протектор, и это прямой намек на его смерть. Хотя тот налобник, который был показан еще в первой серии, это налобник именно Боруто, а не Саски. После того, как Момошики уничтожил глаз Саски, многие уже даже не сомневались в том, что Саски умрет. Но что мы имеем в итоге? Наруто и Саски остались живы, а вот Ишики и Момошики проиграли это сражение. Но это только начало. Весь эпик будет, конечно же, в будущем. Наруто и Саски очень сильно пострадали, особенно первый, который, скорее всего, упал в кому на неопределенный срок. Но кома это не смерть, и за жизнь Наруто беспокоиться, возможно, и не нужно. О ней уже позаботился Курама, который, скорее всего, умер, но оставил частичку своей чакры в Наруто. Хотя, как я уже говорил, теорий на эту тему достаточно, но не факт, что даже одна из них окажется правдой. Уже целых 9 глав подряд не появляется Мицуки. Последний раз его показывали еще в 45 главе, и он исчез именно после разговора с Саски о карме. Поэтому, я думаю, стоит ожидать появления Орочимару в ближайших главах, который точно приготовил какие-то сюрпризы. Он единственный, кто сможет вернуть Саски как Риннеган, так и Мангёкю Шаринган, хотя Мангёкю можно вернуть и без Орича, ведь старые глаза Саски никуда не пропали, да и Мангёкю Мадары тоже где-то есть. А вот с Риннеганом куда сложнее. Орочимару может без проблем пересадить клетки Хаширамы в тело Саски. Но вот вопрос, когда именно пробудится его Риннеган? Ведь данным способом Мадара его пробудил только под конец своей жизни. На самом-то деле Орочимару сыграет большую роль в будущем, но вот его истинные намерения сложно предугадать, и особенно то, для чего он создал Мицуки. Кстати, имя Мицуки имеет довольно-таки интересное значение. Ми – это змея, а вот Цуки – это сосуд. И если объединить эти два значения, то получается змеиный сосуд, или же сосуд для змеи. А змея – это, конечно же, Орочимару. Как мы знаем, Орочимару очень хотел освоить режим мудреца, но его тело было слишком слабое для такой мощной силы. И для того, чтобы все же обрести этот режим, ему необходимо тело, которое сможет выдерживать силу мудреца. Поэтому он и создал Мицуки, и это объясняет тот факт, почему Орочимару так усердно пытался пробудить эту силу в его теле. Но вот удастся ли ему так просто с помощью техники реинкарнации живого трупа завладеть телом Мицуки? Это довольно-таки интересно. Ведь тот же Саски с помощью Шарингана сумел обратить этот процесс против Орочимару. То, что этот змееныш остался еще угрозой для мира Шиноби, это маловероятно, ведь в аниме Боруто угроза куда посерьезнее, и это Оуцуцуки, цель которых полностью уничтожить все живое на планете. И я уверен, что Орочимару уже хоть как-то, но все же готовится к худшему исходу событий, а именно вторжению новых Оуцуцуки на Землю. А что думаете по этому поводу вы? Можно ли полностью доверять Орочимару или же нет? Остался ли Ишики жив? Пишите свое мнение в комментариях. А на сегодня у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме
И на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.